Доброго времени суток, уважаемый зритель! Добро пожаловать на мое следующее видео, которое посвящено изучению языка программирования C++. В этом видео я расскажу тебе, как пользоваться ссылочным типом или просто ссылками. Но сначала я считаю своим долгом обратить свое внимание, конечно же, на то, что у меня сменилось окружение, и хочу вас заверить, что ничего страшного в этом нету. Я думаю, что те люди, которые дошли до данного урока, уже достаточно свободно владеют IDE, которое я показал в качестве базового такого инструмента, и доступ к которому есть, наверное, у всех людей, или практически у всех, да, как самый простой и скоробочный вариант. Дебаггер вы тоже уже, по идее, должны были к этому моменту освоить, и поэтому смена окружения не должна сильно на что-то повлиять, на ваше восприятие. Я вернулся на свой любимый Linux, в свой редактор Emacs, мне тут проще, комфортнее, а вам, я думаю, что большой разницы особо не будет. Что ж, давайте уже приступать, собственно, к материалу по ссылкам. Я подготовил уже файлик. Так. Надеюсь, по размеру будет достаточно. Вот, и что важно, наверное, сказать, загодя про ссылки, что, по сути, ссылка является псевдонимом для переменной. То есть вы можете воспринимать ссылку, как будто вы обращаетесь к той же самой переменной, когда объявляете ее на какую-либо переменную, да, то есть ссылаетесь на нее. Или же еще, как мне когда-то давно еще сказал один хороший человек, привет, ФЛТ, что ссылку можно воспринимать как саморазминовывающийся указатель. И это объяснение, я помню, что очень хорошо, так сильно меня продвинуло в понимании ссылок. Я с ним прям как с флагом, грубо говоря, ходил, мне было с ним комфортно и удобно. Но как псевдоним это тоже хорошее объяснение, то есть, грубо говоря, как будто мы к той же самой переменной обращаемся. Что ж, давайте перейдем от слов к делу и объявим ссылку. Синтаксис объявления ссылок, он достаточно сильно похож на синтаксис объявления указателей. Давайте сначала объявим, собственно, переменную, на которую мы будем ссылаться. Пускай это будет банально целочисленный тип integer. Присвоим ему даже значение, и теперь объявим ссылку. Для этого, так же как в случае с указателем, надо сначала объявить тип, на который мы будем ссылаться, в данном случае это integer, и затем поставить значок амперсанда. Только смотрите, он у нас уже встречался в других контекстах, я про него говорил чуть ли не с первых уроков, потому что я считаю важным, чтобы человек понимал концепцию адресов, потому что именно с помощью этого оператора взятия адреса мы это делаем, да. Но просьба не путать. Также с указателями мы постоянно работали с амперсандом. Но просьба, опять же, не путать, что в данном случае это элемент синтаксиса, это объявление ссылки. То есть здесь уже речь не идет о том, что мы берем у какой-то переменной адрес. Это просто объявление ссылки. Что ж, ставим амперсанд. Кстати, упомяну, что так же, как с указателем, вы вольны выбирать место расположения этого оператора. Вы можете поставить его посередине между типом и идентификатором. Положим, это будет ссылка, да? Вот, вы можете поставить ее справа, чего я очень не люблю и не рекомендую, в силу того, что, как я уже говорил в уроке про указатели, это как бы оператор, который относится в данном контексте именно к типу. И так как мы объявляем тип, мне кажется, неплохо прибить его как бы именно к типу, на который мы будем указывать. Что ж, далее ставим пробел и пишем идентификатор самой ссылки, reference value. Референс по-английски это ссылка есть, и тут я как бы довольно тривиальный такой идентификатор выбрал, подчеркнув, что эта ссылка будет именно на переменную value. И далее мы просто присваиваем этой ссылке значение value, то есть просто указываем ее идентификатор. В результате что мы получим? Как я уже сказал в начале ролика, мы по сути, работая с ссылками, работаем как будто бы с псевдонимом переменной, то есть с самой переменной. Если мы воспользуемся привычным cout и попытаемся вывести значение этой ссылки. Для этого нам потребуется собрать нашу программу, разумеется. Да, кстати, у меня есть ролик, который я не так давно записал, который посвящен тому, как вы можете скомпилировать из терминала любую C-шную, C++-овую программу. То есть, если вдруг вы не знакомы вот с теми процедурами, которые я сейчас буду проделывать, вы просто посмотрите этот ролик, и все будет понятно. То есть здесь, вкратце скажу, что я просто использую компилятор Clang от LLVM для того, чтобы скомпилировать файлик наш, вот этот ref.cpp, и получить в качестве выходного файла бинарный файл с именем bin.
Компилирую. Видим, еще наш ls, покажу, что да, есть этот файл, и запустим его. Видим, что мы получили в качестве выхлопа значение переменной 100. То есть получается, да, действительно, обращаясь к ссылке, да, мы как будто бы напрямую обращаемся к переменной. И тут важно понимать, что это не фигурально выражаясь, а буквально так и есть. Мы работаем с тем же адресом памяти. Это очень легко доказать. Каким образом? Возьмем сначала оператором взятия адреса, а здесь именно в этом контексте это опять становится оператор взятия адреса, а не просто часть синтаксиса объявления ссылок. И возьмем им же адрес переменной. И когда мы вновь скомпилируем нашу программу и запустим ее, мы увидим, что это абсолютно тот же самый адрес. То есть мы работаем с нашей переменной просто через псевдоним, через ссылку. Вот и все. То есть вспоминаем, что ссылки как бы реализованы под капотом через указатели. И самый важный момент, смотрите, бог с ними, с адресами. Тут понятно, я думаю, да? Если мы с помощью ссылки прямо возьмем, обратимся по ссылке и изменим, попытаемся изменить значение, понятно, что у нас и значение самой ссылки поменяется, да? Скомпилируем. Запустим, видим, да, что ссылка возвращает теперь значение 200. Но и что самое главное, наша изначальная переменная value, на которую мы ссылаемся нашей ссылкой, тоже изменила свое значение. То есть мы буквально ссылаемся на эту переменную. Мы меняем буквально ее значение, работаем с тем же самым адресом, то есть с нашей переменной. Так, ребят, в принципе все. Я думаю, короткий такой ролик получился, но это была базовая информация по ссылкам, которая необходима для того, чтобы двигаться дальше. Как я уже сказал, скоро будет урок по статическим массивам, и для хорошего, плотного понимания статических массивов необходимо обладать знаниями указателей, которые мы уже как бы прошли базовый их синтаксис, и в том числе нужно понимать хорошо разницу, когда мы передаем аргументы функции, и что бывают разные типы передачи аргументов. То есть мы можем передавать по ссылке, по значению, по указателю, по адресу, но это будет в следующем уроке. То есть мне еще нужно вам дать вот этот материал, и тогда через один урок мы сможем перейти уже непосредственно к работе со статическими массивами. Вот, ну, в принципе, все. Спасибо большое за просмотр. Если вам нравится контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забываем, что я еще и стример, не только блогер. У меня под каждым актуальным видео есть ссылка на мой канал, и вы можете тоже зайти ко мне ознакомиться. Кстати, к слову, я, в принципе, стримлю 24/7, и высока вероятность, что если вы просто в какой-то рандомный момент откроете ссылку, зайдете ко мне, и, скорее всего, буду онлайн. Вот, все, ребят, удачи в обучении. Спасибо еще раз, пока.